Добрый день! Это мое третье видео на тему создания круговых прогресс-баров. И сегодня мы с вами рассмотрим, как добавить эффект шума на границу закрашенной области. Ссылки на предыдущие два видео я оставлю в описании. Там же будет ссылка на текстовый урок, сделанный по этим видео. А для тех, кто поддерживает меня на Патреоне, оставлю ссылочку на готовый материал. Давайте посмотрим, что же поменялось с прошлого раза. Как видите, блок Holes теперь называется Sections. Переменная ExpHoles называется Section Borders Sharpness. Функция mfHoles по сути не поменялась. Вся логика из блока BaseColor осталась без изменений, но теперь располагается функция mfBaseColor. То же самое касается блока BackgroundColor. Логика осталась без изменений, но переместилась в функцию BGColor. Блок Cycle не поменялся, а в блоке Angle переменная ExpAngle теперь называется Color Area Borders Sharpness. И добавилась еще одна логическая переменная useBorderNoise, которая отвечает за включение и отключение шума на границе. Давайте перейдем в функцию mfAngle. Здесь добавился новый блок BorderNoise и вот этот вот переключатель. Давайте откроем функцию BorderNoise. Она состоит у нас из трех основных блоков. Блок BorderNoise Area выделяет область, в которой проявляется шум, Noise Area, и создает линейный градиент, который меняется от 0 до единицы в этой области. Также этот блок определяет закрашенную область, не подверженную влиянию шума, Base Area. Параметр BorderNoise Area определяет, какая часть области будет занята шумом. Параметр OffsetBorderNoise Area позволяет сдвигать область шума относительно границы закрашенной области. Если значение равняется нулю, то область шума сдвинется вперед, не закрашенная область. А если значение равняется единице, то область шума сдвинута назад и целиком находится внутри закрашенной области. Функцию mfBorderNoise Area Offset мы рассмотрим чуть позже. Давайте перейдем теперь к блоку Noise. Он отвечает за настройки шума. Блок Cosine Gradient превращает линейный градиент в кусок синусоиды, что позволяет получить более плавные переходы около нуля и единицы. Параметр BorderNoise Value Offset позволяет регулировать интенсивность цвета в области шума. Блок Noise Texture позволяет выбирать текстуру шума и масштабировать ее. А блок Noise Power позволяет изменять контрастность шума и градиент в области шума. Параметр BorderNoise Gradient Power
отвечает за контрастность. А параметр Max Border Noise Value отвечает за градиент цвета в области шума. Блок Combine Area объединяет закрашенную невозмущенную область и область шума. Давайте перейдем теперь к функции MF Border Noise Area Offset. Эта функция смещает область шума относительно границы закрашенной области и позволяет включать и отключать поправки в районе 0 и единиц. Поправки влияют на размер области шума. Сейчас на экране вы видите обозначения, которые используются в данной функции. Параметр P отвечает за закрашенную область. Параметр A отвечает за размеры области шума, а параметр D определяет, насколько область шума заходит в закрашенную область. То есть насколько область шума смещена относительно границ. Блок Area Without Noise отвечает за закрашенную область, в которой нет шума. Если переключатель Fixed Noise не Unit включен, то при приближении к единице размеры этой области будут увеличиваться за счет уменьшения области, занятой шумом. Если этот переключатель выключен, то изменений не будет. Следующий блок отвечает за изменение размеров области около нуля. Если переключатель Fixed Noise не Zero включен, то та часть области шума, которая находится в незакрашенной области, будет уменьшаться при приближении к нулю. Если переключатель выключен, то никаких изменений не будет. Последний блок отвечает за изменение размера в области шума около единицы. Если переключатель Fixed Noise не Unit включен, то та часть области шума, которая находится в закрашенной области, будет уменьшаться при приближении к единице. Если переключатель выключен, никаких изменений происходить не будет. Давайте посмотрим, как влияют эти переключатели. Пусть у нас будет шкала заполнена на 95%. Сейчас, как видите, это не сильно влияет. Давайте сместим нашу область шума. Да, сместим ее внутрь закрашенной области и поставим 0,99. Как видите, шкала почти полностью заполнена и визуально все соответствует действительности. Теперь, если мы отключим данный модификатор, то складывается ощущение, что у нас 5% еще осталось до заполнения шкалы. Аналогично работает переключатель Fixed Noise не Zero. Давайте зададим какое-нибудь маленькое значение. Так, сейчас все более-менее логично. Но если мы переместим область шума вперед, то видите, как поменялась у нас картина. В принципе, сейчас она недалека от действительности. А если мы выключим Fixed Noise не Zero, то область переместится вперед достаточно заметно. И разница уже становится очень большой. Включаем, и шум располагается примерно там, где нужно.
А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.